Ну что ж, соединил я более-менее топливную систему и вентиляцию для нее. И вот сейчас хочу буквально там 2-3 минуты показать, что у нас есть. Вот это вот сточный бак. И он соединен с помощью трубочек с правым и левым, или, как говорится, с пилотским и копилотским баком. Не будем сильно выпендриваться, скажем так, с двумя баками. Вот. На каждом я установил вот по такому крану, что если бы мне хотелось или захочется перекрыть поступление бензина с одного или с другого бака, я могу это сделать. Вот. Из сточного бака топливо поступает за перегородку вот по такому соединению. Здесь тоже стоит кран, то есть может закрыть, и тогда с той стороны уже фаервола топливо не будет идти. Кроме топливной системы, то есть из самого топлива, есть еще вентиляция. Вот она, то есть это вентиляция одного бака и вентиляция другого бака. Они соединены между собой вот такой крестовиной, и от этого креста соединены со сточным баком. То есть, если там самолет наклоняется в одну сторону, в другую сторону, топливо может поступать, но при этом в баке всегда есть воздух, давление, которое обеспечивается, чтобы ничего не препятствовало истечению этого топлива, чтобы не создавалось какого-нибудь отрицательного давления в баках. Вот оно соединено с помощью вот этой вентиляционной системы, которая идет вот наверх с помощью петли такой и выводится наружу, вот здесь вот снизу. Еще одна вентиляционная трубка идет вот сюда вот наверх, вот в этот козырек, вот этот вот канал с воздухом, который под давлением воздух забирается снаружи и может распределяться вот сюда в салон. Если кто-то помнит, я клеил перегородку, чтобы, если идет дождь, вода, которая попадает сюда, не лилась в салон, она оставалась вот здесь вот сзади. И более того, она должна сливаться вот по этому уже сточной вот этой трубе. То есть это на самом деле водосток. Вот, если вдруг вентиляционная система как-то вот здесь вот заткнется, есть еще один клапан, вот этот вот, который позволит забрать воздух изнутри, и чтобы он попал в баки. Потому что сами баки, кнопки эти, как их, пробки, они более-менее герметичные. Вот, это датчик уровня топлива одного бака и другого. Ну, сейчас вот я попробую. Трубки располагаются достаточно близко к стойкам, поэтому надо было делать все аккуратно и смотреть, чтобы ничего никого не задевало. Сейчас я попробую колеса прибрать. Так, ну вот, значит, у меня колеса в убранном положении, вроде ничего не задевает. Здесь вот есть зазорчики. Вот. Ну, сейчас попробуем обратно их выпустить.
близко достаточно стойки вот к этим фитингам проходит, но все это закреплено достаточно прочно. Здесь ничего не болтается. Вот. Поставил вот здесь вот Адель кламп. И вот здесь вот, чтобы это все не болталось и не громыхало. Вот как-то так. Я думаю, что эта часть завершена. Теперь можно погружать и, наверное, ехать уже в аэропорт. Подключать каналы для элеронов и их управления. Там, ну как так вот.